Я шапочку имею, соломину без лет. Купи мне их, любезной, купи мне их, мой свет. А семь... Довольно. Филипп, стакан. Я не стану пить. Пожалуйтесь. Как хотите. Я не для вас. Пей, Кать. Благодарствуйте. Благодарствуйте, Аркадий Иванович. Благодарствуйте. Вообразите. Я шел к вам домой, зачем-то свернул сюда на проспект. Я сюда вовсе никогда не сворачиваю. И как странно, что только поворотил. Вот и вы. Зачем же прямо не скажете? Это чудо. Не чудо, а случай. Вот ведь какая складка у этого народа. Но ведь уже поверил чуду. А не хочет сознаться. Собственно, я сам назначил вам этот трактир. Да только вы, кажется, тогда грезили на его, вот забыли. Да, действительно забыл. Верю. Да я не очень надеялся, что вы меня поняли. Хотя мои слова в памяти у вас отпечатались механически, также механически вы повернули сюда. Вот и все чудо. Почему же вы прятались от меня, если сами назначили? А почему вы, когда я первый раз пришел, притворились спящим? Я мог иметь причины. И я мог иметь причину. Господи, неужели мне еще с вами надо возиться? Вот что. Я пришел прямо сказать вам. Если вы держите свое прежнее намерение насчет моей сестры и думаете воспользоваться для этого чем-нибудь из того, что было открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем меня во строк посадите. И второе. Если вы хотите мне открыть что-нибудь, потому что в последнее время мне казалось, что вы как будто хотите, объявляйте скорее. Время дорого. Куда же вы так торопитесь? У каждого свои шаги. Вызываете на откровенность, а сами отвечать не хотите. Все думаете, у меня есть какие-то цели? Не буду разуверять вас, ей-богу, игра не стоит свеч. 4:30. Я ведь давеча пригласил вас. Это мне время дорого, поэтому просил прийти вас пораньше. Впрочем, могу поболтать с вами еще час. Ну так зачем же вы приехали в Петербург? Зачем? Признаться, больше насчет женщин. Только что похоронили Марфу Петровну. Ну да. Так что же? Зачем я буду себя сдерживать? Да не будь этого, застрелиться, пожалуй, пришлось бы. Я понимаю, что порядочный человек обязан скучать, однако же... А вы способны застрелиться? Непростительная слабость. Но что делать? Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. А как же призраки Марфы Петровны? Да черт с ними. Вы больны. И опасно. И притом пустейший фанфарон. Мне пора. Посидите, право. Я не буду больше болтать вздора о себе, то есть. Хотите, я расскажу вам о женщине, которая меня, выражаясь вашим слогом, спасала?
Нет уж. От разговоров о ваших женщинах увольте. Я, собственно, говорил о вашей сестре. Вот вам и ответ на первый ваш вопрос. О моих намерениях. Я шапочку имею, соломину без лент. Да я и теперь вполне убежден, что вы приехали сюда с видами на мою сестру. Эх, полноте, она терпеть меня не может. Да и в этом я убежден. Да только дело не в ней, а в вас. Убеждены? Вы правы, она меня не любит. Но никогда не ручайтесь в делах между мужем и женой или любовником или любовницей. Тут всегда есть уголок, известный только им двум. Впрочем, я хмелел к черту. Да оставьте вы свои подлые росказни. Низкий вы человек. Шиллер-то наш. Знаете, я вам нарочно это и буду рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикивания. Наслаждение! Еще бы не наслаждение. Рассказать все это при таких обстоятельствах, да такому человеку, как я, разжигает. Но если вы это можете осознавать, то вы и сами порядочный циник. Впрочем, вы и делать можете многое. Искренне сожалею, что мало с вами переговорили. Но да вы от меня не уйдете. Филипп! Я шапочку имею, соломину без лент. Купи мне их, люби. Так что вам направо, мне налево. Или, пожалуй, наоборот. Адью, мон плезир. До радостного свидания. Что? Что такое? Кажется, уже сказал. Я от вас теперь не отстану. Что? Сегодня утром моя сестра получила какое-то письмо. Я желал удостовериться лично. В чем? Вы сами знаете. Дурачок. Что, если я сейчас полицию кликну? Клич. Смотрится с подозрением. Эки вы, все из-за того, что я о вашем деле не заговорил? Вам это показалось странным. Верно, ведь угадал? Нарочно не заговорил. Решил отложить до следующего раза. Вот и будет после этого деликатным. И подслушивать у дверей? О, ну куда? Подслушивать нельзя. А старушонок лучить можно? И притом не расскажи ничего, Шиллер смущается поминутно. Что же это происходит, батюшка? Может, я старый человек, знаете, отсталый, не понимаю ничего. Так вы объясните, Бога ради? Просветите новейшими началами. Хотите меня раздразнить? Напрасно стараетесь. Все равно не отстану. Слушайте, может, вам уехать куда-нибудь? В Америку. Денег, что ли, нет? Так я дам на дорогу. Я совсем об этом не думаю. Понимаю, нравственный вопрос у вас в ходу. Вопросы гражданина и человека. Так, что ли? Ну, так ступайте и объявите по начальству, что вот, дескать, случился со мной такой казус, теория ошибочка вышла. Аль не хочется? Ну, тогда и вопрос по боку. Шиллер, что ли, мешает? Коли так, нечего было соваться. Не надо заниматься не своим делом. Ну, застрелить все тоже не хочется. Довольно. Адью.
Какой подлец. Как я мог ждать от него хоть чего-нибудь? Я не пойду с вами дальше. Скажите мне все здесь. Во-первых, этого никак нельзя сказать на улице. Во-вторых, вы должны выслушать Софью Семеновну. В-третьих, я вам кое-что покажу в доказательство. А Софья Семеновна предупреждена? Разумеется, нет. Неужели вы не понимаете? Тут малейшая неосторожность равняется домов. А если ее нет дома? Подождем, впрочем, вероятно, дома. Не такой сегодня день, чтобы по гостям ходить. Она родственницу похоронила. Одним словом, если вы не согласитесь войти ко мне, я отказываюсь от всяких разъяснений и ухожу. Неужели же я так страшен? Хотя я и знаю, что вы человек без чести, но я вас нисколько не боюсь. Идите вперед. Тут еще одна комната моей хозяйки. Сдается в наем. Снять охотников пока не нашлось. За той дверью комната Софьи Семеновны. Стул я принес из своей комнаты, чтобы удобнее было подслушивать. Вы подслушивали? Да. Все разговоры Софьи Семеновны с Родионом Романовичем. 2 вечера сряду. Мое письмо полностью основано на его словах. Но этого не может быть. Вы ведь намекаете на какое-то преступление, будто бы им совершенное. Но и я еще и до вас это слышала. Я знаю, как и от чего это выдумалось. Это гнусное, смешное подозрение, глупая сказка. Я вам не верю. Как угодно. Я слышал полную исповедь. Он убийца. Этого не может быть. Нет, ни малейшего повода, ни малейшей причины. Ложь. Он ограбил. Вот вам причина. Разве он мог? Ведь вы его видели. Разве он может быть вором? Софья Семеновна также не верила, а он ей объяснял. Что объяснял? Дело длинное, Авдотья Романовна. Тут, как бы вам это выразить, своего рода теория. Ну, пойдемте ко мне. Тут и сесть-то негде. Эх, Авдотья Романовна. Теперь все помутилось. То есть, впрочем, оно и никогда в особенном порядке не было. Русские люди широкие. Люди широкие, как их земля. И чрезвычайно склонны к фантастическому и беспорядочному. Но беда быть широким, без особенной гениальности. Впрочем, я не виню Родиона Романовича. И никогда никого не виню. Вам ведь это известно. Помните, как много мы переговорили на эту тему с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду? Куда же вы, Авдотья Романовна? Я хочу видеть Софью Семеновну. Софья Семеновна не вернется до ночи, я так полагаю. Так ты лгал. Все лгал. Успокойтесь, Авдотья Романовна, успокойтесь. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу. В 3 дня отправлю. Он наделает добрых дел, много добрых дел. Все загладится. И еще великим человеком может стать. Подлец, он еще насмехается. Пустите же меня. Куда же вы? К нему. Где он, вы знаете? Когда вы успели запереть? Нельзя же кричать на весь дом. Вовсе я не насмехаюсь. Подождите, не ходите к нему. За ним следят, уже попали на след. В итоге доведете его до бешенства, и он сам себя выдаст. Давайте сядем вместе, обсудим. Я за этим вас и позвал. Да разве можно его спасти? Как вы можете его спасти? Все в ваших руках. Одно ваше слово, и он спасен. У меня есть друзья, деньги. Я сделаю паспорт ему, вам, вашей матушке. Зачем вам какой-то Разумихин? Я так же люблю вас. Я вас бесконечно люблю. Не надо на меня так смотреть. Ну, скажите, сделайте, я сделаю. Я все сделаю, я невозможно сделаю. Позвольте мне поцеловать краешек вашего платья. Отворите же. Я не могу слышать, как оно шумит. Вы что, не понимаете, что убиваете меня? Откройте дверь. Там нет никого. Хозяйка ушла. Капернаумова далеко.
Где ключ? Откройте. Я ее потерял и никак не могу отыскать. Это насилие. Насилие, да кто вам поверит? С какой стати молодая девушка пришла одна на квартиру к одинокому человеку? Подлец! Впрочем, вы совершенно правы. Насилие – мерзость. В том смысле, что его никак нельзя доказать. Но ведь на совести вашей ровно ничего не останется, если вы, положим, добровольно уступите. Подумайте об этом. Судьба вашего брата, вашей матери в ваших руках. А я буду ваш раб на всю жизнь. Я вот здесь буду ждать. Ба, да это револьвер-то мой, а я его искал. Наши деревенские уроки стрельбы не пропали даром? Не твой это револьвер, а Марфы Петровны. У тебя не было ничего своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Не с места! Один шаг, и я выстрелю. А как же брат? Я из любопытства спрашиваю. Доноси, если хочешь. Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца. Вы в этом твердо уверены? Да, ты мне сам говорил. Ты говорил мне о яде. Я знаю, ты за ним ездил, у тебя было готово. Даже если бы это была правда, то причина в тебе. Лжешь, я тебя всегда ненавидела, всегда! Эх, Авдотья Романовна, видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели. Помните, вечером-то при луне-то соловей ты еще свистал. Лжешь. Лгу? Ну, пожалуй, что и лгу. Женщина про такие вещицы напоминать не следует. Знаю, что выстрелишь. Зверок хорошенький. Ну, стреляй же. Что ж, промах. Стреляйте еще. Я жду. Что же вы курок-то не взводите? Так я вас первым успею схватить. Оставьте меня. Я выстрелю. Я убью. В 3 шагах. Нельзя, не убить нельзя. А коли не убьете, тогда... Осечка. Зарядили неаккуратно. Там у вас еще капсуль есть. Поправьте. Я подожду. Отпусти меня. Неужели не любишь? И не сможешь никогда? Никогда.
Вот ключ возьмите и уходите. Скорее, скорее. Два заряда и капсуль. Никогда не любил воды, даже в пейзажах. Ведь вот, казалось бы, теперь уж все равно. А тут ты именно и разборчив стал. Точно зверь, который место себе выбирает. Других нет. Все заняты. Прикажете что-нибудь? Чай есть? Это можно. Есть еще телятина, водка, закуска. Чай и телятину. Слушаюсь. Деревья. Не люблю этот шум. Должно быть, под окном тут какой-нибудь сад. Что у Марфы Петровны? Все бы вам теперь пожаловать. И место пригодное, и минута. Но ведь именно теперь-то вы и не придете. Фу, черт. Да это мышь. Я же телятину на столе оставил. Черт возьми. Где она? Вот она. Вот, вот. Кошмар во всю ночь. Уж лучше вообще не спать. Шельм, однако ж, это Раскольников. Уже теперь Шельм порядочный. Со временем еще больше будет. Теперь ему слишком жить хочется. Насчет всего пункта это народ подлецы. Да черт с ним. К черту. Где этот сад? Сигнал. Вода в Неве прибывает. К утру все подвальные крысы всплывут. А который теперь час? Скоро будет светать. Чего дожидаться? Так куда же? Все же под куст. Но стало быть, под куст.
куст. Славный куст. Весь мокрый. Нет. Неохота под куст. Ба. Да вот и место. Чего лучше? При официальном свидетеле. Да это же просто Ахиллес. Ну, Каска у тебя. Как у Ахиллеса. здесь не место. А я, брат, собрался. В чужие краи. В чужие краи. В Америку. Я же ж сказал, здесь не место. А чего же не место? Да это не важно, братец. Место хорошее. Так что, если буду спрашивать... Ты так и передавай. Уехал, мол, в Америку. Садись, Родя. Садись, голубчик. Устал, должно быть. Ой, как ты испачкался. Я, мамаша, вчера под дождем был. Да нет же. Да нет же, нет же. Ты думаешь, что я тебя сейчас допрашивать начну? Так ты не тревожишься. Я раз и навсегда рассудила, где мне понимать твои соображения, где мне отчеты от тебя требовать. У тебя, Бог знает, какие планы, мысли в голове. А я буду тебя под руку толкать. Ой, Господи, Боже мой, да что ж ты? Я вот, Родя, тут статью твою читаю уж который раз. Многого не понимаю. Да, наверное, так и должно быть. Где мне? Покажите. Я как увидела, так сразу и ахнула. Вот, значит, чем он занимается. Вот, значит, где разгадка всех вещей. Я хоть и глупая, Родя, но смею судить, что весьма скоро ты станешь одним из самых первых людей, если не самым первым в ученом нашем мире. Да как они могли подумать о том, что ты помешался? Да и я тоже глупая. Это ж так убиваться, глядя на то, как ты живешь. А теперь-то я знаю, что стоит тебе только захотеть, ты сразу все достанешь умом, талантом. Это теперь ты просто не хочешь. Гораздо важнейшими делами занимаешься. Оставьте, маменька. Я сейчас пойду,
Пожалуйста, выслушайте меня. Маменька, что бы ни случилось, чтобы вам не сказали обо мне, будете ли вы любить меня так, как теперь? Родя, да что с тобой? Да как ты можешь спрашивать такое? Да кто мне ничего и скажет? Я им поверю, просто прогоню. Маменька, я пришел вас уверить в том, что всегда вас любил. И хоть вы несчастны будете, знайте, что сын ваш любит вас больше, чем себя, и никогда не перестанет любить. Ну и довольно. Надо было этим начать. Что с тобой, Роди, я не знаю, но по всему чувствую, что великое горе тебя поджидает. Я все время об этом думаю. Ночами не сплю. Эту ночь и Дунечка всю в бреду пролежала. И все о тебе вспоминал. Я расслушала что-то, да и не поняла. Родя, куда же ты? Ты едешь, что ли, куда-нибудь? Еду. Так я и думала. Ну? Куда же ты едешь? Далеко? Очень далеко. Что ж там, служба? Карьера для тебя? Что Бог пошлет. Прощайте, маменька. Мне пора. Как уже сегодня? А мне с тобой нельзя. Помолитесь за меня, может, ваша молитва дойдет. Дай же я тебя перекрещу. Благословлю. Вот так. Ой, Господи, что ж мы делаем-то? Я, вроде, когда тебя еще увидела в первый раз, тогда, когда приехала, я все сразу угадала. И потом, когда дверь отворила, потом посмотрела, думаю, вот он пришел. Час роковой. Родя, ну ты же не сейчас едешь? Нет. Ведь еще не навек. Не навек. Ты еще придешь. Завтра. Приду. Страдания, испытания. Зачем все это? Что после 20 лет каторги, раздавленной муками, идиотством, в старческом бессилии я буду лучше осознавать, чем теперь сознаю? Нет. Просто душа моя смирится. Буду хныкать, называть себя разбойником. Ну да, так и будет, а как же иначе? Капля камень точит. Этого-то им и надо. А ведь каждый из них сам подлец и разбойник. Уже по натуре своей. Хуже того, идиот. Сию же минуту встань на перекрестке, поцелуй землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все 4 стороны и скажи всем вслух: «Я убил». Тогда Бог тебе опять жизнь пошлет.
все-таки здесь. Нянька моя. Нянька. Ну, значит, так тому и быть. Пока место еще подымусь. Надо человека войти. Зачем? Чем гаже, тем лучше. Может, к Никодиму Фомичу? На квартиру? Обойтись это домашним образом. Нет, нет. К пороху. Пить так пить. Чашу. Никого нет? А вам кого? А, слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как это там в сказке, забыл. Мое почтение. К нам по какому? Я признаюсь вам, как? Извините. Раскольников. Ну что, Раскольников, неужели вы могли предположить, что я забыл? Родион Романович. Да, Родион Романович, вот этого я и добивался, и даже многократно справлялся. Я признаюсь вам, искренне горевал, что мы так с вами тогда... Мне потом объяснили, молодой литератор, даже ученый, так сказать, первые шаги. Эх, о господи, да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу. А жена тогда страсти. Признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться. Да, думал, может, вы... Да, может, вы квартиру переменяете? Нет, я так только думал, что здесь найду Заметова. А, да, ведь вы же подружились, слышался. Ну, Заметова у нас нет. А, со вчерашнего дня наличности не имеется. Перешел. Приходя со всеми даже перебранился. Ветреный мальчишка, больше ничего. Вот подите с ними, с блистательным-то юношеством нашим. Экзамен какой-то хочет держать. Пофанфаронит только, тем весь экзамен и кончится. Ведь это не то, что, например, вы. Книга, перо за ухом. Аскет, монах, отшельник. Я отчасти тоже. Записки Ливингстона изволили читать? Нет. А я читал. И все же, времена-то какие, я вам скажу, а? Какие? Жажда к просвещению неумеренная. Но просветился и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем оскорблять благородные личности, когда делать негодяй Заметов? Вот еще сколько самоубийств распространилось, я вам скажу. Вы себе представить не можете. Все это проживает последние деньги и самого себя убивает. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот сегодня утром сообщено о каком-то Нил Павлович. А, Нил Павлович, как его, джентльмена-то? Ну, на Петербургской-то застрелился. Свидригайлов. Свидригайлов застрелился? Как? Вы знали Свидригайлова? Да. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. Я ничего не знал. Но
Но мне пора. Извините. Обеспокоил. Помилуйте, сколько угодно. Удовольствие доставили. Я рад. До свидания. Ты кого? Не лезь. Вы назад. Оставили что-нибудь? Да что с вами? О, с вами дурно. Стул. Так, давайте. Тихонечко. Так, давай, стул. Вот, садитесь, сядьте. Так, воды. Воды. Вот, выпейте воды. Это я. Что? Это я убил старуху-чиновницу и сестру Елизавету топором. Я ограбил. Чем мысль моя была грубее других, и чем мой поступок кажется им так безобразен? Тем, что он злодеяние. Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление. Нарушена буква закона. И пролита кровь. Ну и возьмите за букву мою голову. И довольно. Многие благодетели человечества, захватившие власть, должны были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги. И потому они правы. А я не вынес. И стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем мое преступление. В том, что я сделал явку с повинною. Зачем же я не убил себя? Неужели такая сила в этом желании жить? И так трудно одолеть его. А я буду жить, гнить здесь еще целых 7 лет. Целых 7 лет.